Здравствуйте, уважаемые пчеловоды! Гости моего канала. Это пасека Лаврова, Витебская область. Сегодня 23 сентября. Я уже к этому времени подкормил моих пчелок. Они готовы к зимовке, кормов хватает. Кормил я их медовой сытой. Давал каждой семье в соответствии с тем, сколько у них кормов было при ревизии. Я это записывал в пасечный журнал и, соответственно, давал подкормку, сколько надо каждой семье. У нас сентябрь, стоит холодная погода, и вот при моих кормушках, а кормушки у меня верхние, ящичного типа, они стоят сверху, и пчелкам надо проникнуть в кормушку. Но холодно, но дело в том, что они брали у меня сыту, сильные семьи у меня, поэтому у меня проблем нет. А где у меня была слабейшая семья, я давал кормушку внутригнездовую. Вот. Пчеловодам, которые вот столкнулись с этой проблемой, холодно и не берут в таких кормушках, как у меня. Сейчас я покажу. Я вам уже показывал. И в описании я вам укажу те видео, где я подкармливаю пчелок вот с такими кормушками. Вот кормушка ящичного типа. Вот видите, она еще не снята. Такая кормушка. И вот пчелки еще здесь находятся в заборном отсеке. Но здесь уже корма нет. Плохо они брали, но взяли. Холодно. И если нужно было мне для слабой семьи, я говорил, что я ставил внутриулевую или гнездовую кормушку, тогда берут хорошо пчелы. Но у меня этот процесс прошел благополучно, все взяли, подкормил я их. Вот, результат у меня по меду, по товарному меду в этом году отличный. И в прошлом был году прекрасный. И многие пчеловоды спрашивают у меня, как я вот достигаю таких результатов, как это у меня так получается, что много меда. И пасека стационарная, и пчелки на одной пасеке стоит довольно много, около 100 семей. И такой результат хороший. На каждую семью большое количество меда. Ну, наверное, не так. И нет таких пчеловодов, которые не хотели бы быть удовлетворенными конечным результатом своего труда. Наверное, таких пчеловодов нет. Количество собранного меда товарного, конечно, у них будет в конце концов и оценочным итогом вот, их тяжелого труда. А опытные пчеловоды, как правило, ежегодно имеют высокие результаты по сбору товарного меда. Сегодня я вот на этом видео расскажу о таких понятиях, как методы в пчеловодстве и технология пчеловождения. Это очень важно, и нужно разобраться в этих понятиях. Ну, почему так важно знать, какие есть методы в пчеловодстве и почему нужно детально прорабатывать технологии работ? Дело в том, что отличный результат конечного труда пчеловода не только зависит от его усердия, труда и любви к пчелам. По большему счету он будет зависеть от грамотных действий, последовательности работ с пчелами в течение сезона. Пчеловод должен быть творчески подготовлен, теоретически грамотен, знать биологию пчел. Понятия метод и технология в пчеловодстве встречаются часто. Многие пчеловоды часто делают ошибку, когда считают, что метод и технология – это одно и то же. Это говорит о том, что пчеловод не имеет понятия о методах пчеловождения. Под методом надо понимать набор основных приемов, которые используются пчеловодом в производственном процессе. А технологический процесс –
это уже будет набор методов и продуманных связей между ними. Технология может базироваться на десятки методов, и эти методы должны занимать правильное место в технологии, в течение сезона. От этого будет зависеть конечный результат работы пчеловода. Например, я говорю и часто повторяю, что в начале мая от каждой основной семьи делается отводок. Вот в моей технологии так. Вот это в данном случае есть метод. Еще пример. У меня на пасеке каждая основная семья выводит себе свящевых маток. Это тоже метод, который я применяю при ежегодной замене маток на своей пасеке. И таких методов в работе с пчелами у меня собирается много, больше десятка. Как мы видим, технологический процесс является последовательным набором методов и правильных соответствующих связей между ними. От этого будет зависеть эффективность всей технологии. Вот я и последовательно придерживаюсь вот этих правил. Обязательно методы у меня правильно построены. Сделаем вывод. Чтобы добиться хороших результатов в пчеловодстве, нужно, учитывая местные условия, правильно подбирать методы пчеловождения. Технология будет полностью зависеть от методик, формирующих эту технологию. А все вместе, при правильной постановке дела, приносит отличный результат. И другой раз непонятно, что больше радует пчеловода. Конечный результат по меду или правильно составленная технология. Вот у меня так вот и бывает, что если я правильно все составил, а ведь в течение года может плохая погода немножко замедлить и немножко перестроить методику и мою технологию. Вот. И я стараюсь подобрать и правильно сопоставить эти методики, чтобы отрицательно не отразилось в результате на моей работе вся эта моя технология. И потом, в конце концов, я радуюсь тому, что правильно составил, подобрал технологию, всю это правильно методику и методы сопоставил, и у меня отличный потом результат. Я и этому радуюсь, и радуюсь своему конечному результату. В следующем видео я расскажу о методах пчеловождения, которые я применяю в своей технологии, учитывая свои местные условия. Так что не забывайте мой канал. Обязательно ставьте лайк, это будет помогать продвижению моего канала. Подписывайтесь на мой канал, будет интересно. У нас есть много времени уже, и будем работать. До свидания, до скорой встречи.